Народ, всем привет! Блин, как вы поняли уже из названия ролика, я вдруг стал пешеходом. Еще не прямо сейчас, но уже вот-вот. А все дело в том, что у меня вроде бы, вы знаете, что у меня 3 автомобиля. Это не понты. Их, реально 3, вы их все знаете. Это Ford Mustang, моя лимоночка Шкода Октавия и Camry 30-ка. Однако произошли унылые события. Ну, относительно. Как я уже говорил, Ford Mustang поехал к Диме Санникову. Он уже находится у него там. И я его лишился. Причем лишился надолго, как минимум на полгода, потому что сейчас будет зима, в зиму я его забирать не имеет смысла. И плюс там долгострой. Я хочу сделать полностью Шелби. Заказал обвес всю морду, оригинал Шелби. Очень бешеных бабок стоит все это. Задний бампер нашли бэушный, классный. Все. А он, то ли не успел его приобрести, проплатить, то ли что. И все. И нет на eBay больше заднего бампера Шелби. И он сейчас занимается поиском. Автоподбор Low Sound. Точнее. Здесь, конечно, металл. Мы же сможем как-нибудь обшить его, а? Потому что вот это уныние и печаль. Думаю, что да. И вот эти штуки, смотри, он не смог найти клипсы. Я думаю, в салон. Какие? Здесь стоят штатные клипсы, и, грубо говоря, стояла одна, вторая была поломана, вот эта была поломана. А ту он, когда снимал, сломал тоже и не смог найти похожих даже, и поэтому они вот так вот. Вот но это нюансы, это не проблема, тем более пистонов дофига, это подберем. Так. Ну, только желательно, я очень тебя прошу, чтобы здесь не было такого, что саморез в металл, я прям этого вообще никак не приемлю. Да нет, нахрен самореза. Здесь везде убогий пластик, ну если ты здесь его пощупаешь. У меня был Mustang. Все, да. У меня был Mustang Ford, Mustang Roush, да, 5XR, и что такое Ford, для меня это не новость и знакомая действительно тема. И искренне я люблю эту машину. Блин, это круто, слушай. Кто музыку ставил? Да, Армян один в гараже. Смотри, у нас есть каталог, материалов. Ништяк. Вот, но чик материал это тебе не надо объяснять, и они поставляются на завод. То есть, соответственно, за качество проблем никаких нет. Я надеюсь, Саня, у нас еще слушай, крутой каталог. Кантары, Как правильно, каталог или каталог? Варианты материала. Отлично, вот так лучше. На мозаику похоже. Ну, на самом деле, я не знаю, я бы только черный материал бы использовал из Алькантара. Черно-желтый вообще идеально. И вообще, например, черный цвет и желтая строчка, что-нибудь такое. Вот это вообще прям... Я знаю, я бы прям поплыл. Какой дизайн мы можем воплотить в этой тачке. Была прям ярко ядовито-желтая, вот очень классная. Вот такая вот, да, вот это ништяк. Может, не надо? Почему? Такси вариант. Вот у меня прям Шкода вот такого же цвета. Шкода реально такого? Да. У меня оранжевая R8 была и что? Да, кстати, на фоне которой мы с тобой познакомились. Мы сейчас закажем тогда варианты желтых оттенков кожи, которые есть в наличии на складе, и с чем это можно сочетать. Заодно подготовим варианты эскизов по макету салона, который есть возможность взять. Есть, одна тема, которую я прям хочу попросить тебя сделать, если есть возможность, точнее, крайне желательно. Давай. И у нас есть логотип Автоподбор. Конечно. Вот он вот так выглядит, ну ты видишь его багаж. Да. Я хочу, чтобы он был вот здесь и вот здесь. Посмотри, какая магнитола клевая. А что это пионер? Кирюк, ну хочу себе такую магнитолу куда-нибудь. Ага, смотри, обратите, есть классное ателье в Ростове, ребята занимаются, очень классно делают. Да? Ты готов сделать из этого автомобиля действительно проект, а не просто как типичный клиент приехал, просто, ребят, перешейте, чтобы было стильно? Салон должен быть просто идеальным. Я еще раз говорю, это тачка из гаража мечты, я об этом уже говорил. Я не собираюсь ее продавать. И здесь надо делать все лучше всех. И вот Саня делал все максимально круто, только у него были ограничения, надо было оставить штатный вид. И кстати, у тебя будут примерно такие же ограничения, я не хочу, чтобы был какой-то колхоз. Будем отталкиваться от дизайна американских автомобилей, то есть ничего там от японского не возьмем, от немецкого нет. У нас вот мы возьмем именно непосредственно Mustang. Что с ним нужно сделать для того, чтобы он поменял свой цвет? Покрасить, либо в ПВХ-пленку и многое другое. Сколько материала сюда уйдет? Ведь действительно огромные двери на нем. Передняя панель, она выглядит немножко, когда ты разбираешь, это куча запчастей, которые потом еще нужно собрать, чтобы это все не отвалилось. И главное, чтобы не осталось лишних запчастей. Как говорил Экзибит, запомни его таким. Ты его не узнаешь. Что значит не узнаю? Свою тачку я узнаю, хоть что бы с ней вы не сделали. Штатная тормозная система на американцах полное дерьмо, мы это все прекрасно знаем. И так же, как и подвеска требует доработки, следовательно, наша задача пройтись по нашим партнерам для того, чтобы коммерческое предложение именно на установку твой Mustang было максимально и выгодным, надежным и качественным. Потому что если мы разговариваем о брендах, то сейчас на наш рынок вышло очень много
тормозных систем с разными брендами, но они выпущены на одном заводе, а цена его колеблется очень хорошо. Я 15 лет этой всей темой занимаюсь. Когда ты говоришь, я 15 лет занимаюсь тюнячкой, надо говорить, надо делать вот так, понимаешь? Я скромный. Иначе ты... Нет, я скромный. Никто не оценит, никто не услышит 15 лет. Когда ты говоришь, 15 лет я этим занимаюсь. Ну, Тогда потом, все понимаешь, сразу, у меня оп, настолько он простой канал, мои друзья, подписчики наши, они все просто нас за это и любят, что у нас нету вот этого вот, пацаны, я 15 лет занимаюсь, меня слушай, вот это нет. Погодите, а что, у нас так, что ли? Тут только что сейчас так выглядит? Я 15 лет занимаюсь тюнингом. Чертовы армяне, Так я же вот. думал, что шестигранным нельзя водиться вообще. Если мы меняем тормоза, нам сразу надо менять колесные диски, это 100%, и я не хочу 20-ки, надо 18. 20 не надо. Что это такое вообще? Как с этими людьми работать? Отлично. Слушай, супер. И колпаки в тему. Ладно, давай, не отвлекай моих ребят, пускай они начинают зарабатывать денежки. Все, спасибо, что заехал. Давай, рад видеть. На связи. Давай. Остаются еще 2 тачки, и какой смысл мне унывать по этому поводу, ведь я могу сесть на любую из них. И поэтому я смело договариваюсь с Димой, то есть я пригнал ее сюда, мы сейчас находимся в тюнинг-ателье, таком небольшом, частном, мне его посоветовали, Дима очень классный парень, у него были свои планы, и чтобы его планы не двигать, я делаю все, как мы и договаривались, то есть я пригоняю сюда Шкоду, однако с Камри случилась беда. Камри 30-ка, сломалась, а именно у нее загремела цепь. Тоже, в принципе, ничего такого страшного бы в этом не было, я ее загнал уже к Антохе в наш сервис-партнер, все. Запчасти-то я заказал, однако заказал я их на аккаунт Славы. А Слава уехал в отпуск. И без него, без его паспорта, без его документов я не могу получить эти запчасти. И поэтому Камри сейчас в разобранном состоянии зависла в автосервисе у Антохи. Камри разобранная стоит на улице, и его как бы просить сейчас выгнать там долгострой, а он именно разобранная тачка, и загнать, я попытался, он говорит, блин, это очень напряжное, и я как бы не могу настаивать. Более того, у нас же на носу открытие филиала в Воронеже, вот-вот, и по-хорошему я должен уже вот ехать туда. И хотел я как раз ехать на Камри. И поэтому как бы уже хочется довести ее до нормального состояния, прежде чем я туда поеду. Все-таки цепь это не критично. И, естественно, перескочить, чтобы она перескочила, это надо совсем над ней издеваться. Она только-только вот недавно загремела довольно серьезно. Но, тем не менее, эксплуатировать автомобиль еще можно было. Но так как он сейчас разобран, ездить я на ней не могу, к сожалению. Кстати, после Воронежа у нас Самара, так что планы еще гигантские. Камри будет наезжать гигантские пробеги в ближайшее время. И у меня вроде бы остается Шкода, лимонка, но я ее пригнал сюда, потому что мы договорились, и я не могу подвести Диму, я ее пригоняю сюда. Я уже побывал на замере мощности, для того, чтобы понимать, что было и что стало. Итак, у меня отнимают автомобиль, сейчас он будет заезжать туда, на замер мощности. Не все лошади умерли. 198,6. Соответственно, мы ее протестировали, поняли, что она полностью стоковая. Замер мощности показал классные цифры. То есть 198,5 лошадей, 1,5 лошади вполне можно, скажем так, скостить как погрешность. И еще, кстати, момент. Я всю жизнь считал, что у нее 270 ньютонов крутящего момента, а их, оказывается, 280. И более того, Dyna Stand показал, что их 286 ньютонов. Замечательно, я просто счастлив. Поэтому сейчас мы будем знакомиться с Димой, будем обсуждать, что мы здесь делаем. Я ее оставлю здесь и стану пешеходом. А вот похожие наши ребята, да? Привет. Привет. Здорово. Ты Дима, да? Да, я Дима. Привет. Я Женя. Привет. Очень приятно. Ну что, я о тебе, в принципе, много наслышан. Пора бы уже, наверное, показать, скажем так, себя в действии. Все стоковое, в этом я уверен, и у тебя целый плацдарм для работ. Я как бы готов с собой обсудить, что ты мне можешь предложить, однако, блин, погода, по-моему, не та, я думаю, может быть, там есть... Пройдем. Да, мы сейчас заедем внутрь, соответственно. Короче, смотри, у меня есть один листочек.
Это замеры как раз мощности, которые вот я проводил. Мне было важно до того, как мы начнем что-то делать, чтобы я понимал, что у меня, во-первых, все сток. Максимально пиковая мощность у нас примерно 5250 оборотов. И это 198,6, то есть 1,5 лошади все-таки умерло. Ну и может быть погрешность, я думаю, да? Ну, возможно, из-за бензина, скорее всего, да. Кстати, замер был на 95-м. Обычном 95-м бензине. Никакой там не какой-то без присадок, без ничего. Да, лучше настраивать машину на 98-м. Мы хотим раскрыть весь потенциал мотора, соответственно, а весь потенциал мотора раскрывается на высокооктановом топливе. Карта правится на высоких оборотах, на максимальной нагрузке на двигатель. Соответственно, при заливке в бак 95-го бензина ездить можно, но Не вжигать. Не вжигать, не в пол. Соответственно, с умом подходить к тому, то, что все-таки тачка будет чипована, прошивка будет кастом, все прошивки, которые будут заливаться, они будут сниматься показатели с машины и подправляться, соответственно, онлайн. Ты можешь мне примерно сказать, что ты будешь делать с этой тачкой? Потому что я тебе полностью доверяю. Будем сделать Stage 2 на эту машину, так как машина позволяет, опять же, да, мы будем раскручивать, соответственно, турбину. Для того, чтобы нам получить больше прирост мощности, нам нужно будет удалить катализатор и в дальнейшем поставить даунпайп. Грубо говоря, когда мы удаляем катализатор, нормы токсичности у этой машины падают ниже плинтуса. И по-хорошему, если в будущем у нас введут какой-нибудь тест автомобилей при прохождении ТО на токсичность, эта тачка у меня просто встанет на прикол, так? Если какая-то ситуация происходит, мы можем всегда откатить обратно, то есть вытащить даунпайп, поставить обратно Ну, катализатор. то есть у меня и дома на перепрошить. полке будет лежать катализатор. Ну, грубо говоря, да. Хотел предложить настроить машину с Setbirm, чтобы были прострелы на перегазовках, опять же, чтобы вылетал огонь, чтобы были хлопки. На самом деле очень интересная новая фишка. Огонь? Ну, огонь будет небольшой, опять же, бампер не поплавится, соответственно. У меня глушак не разорвет от этого? Глушак двухсекционный, в октаве стоит, и я думаю, что все будет в пределах нормы. Хлопки не в максимум будем крутить, опять же, будем настраивать под определенную как бы конфигурацию это все дело. Когда у тебя дворники делают взмах, у тебя задние колодки прижимаются к заднему диску, типа сушат его. На самом деле ВАК очень хитрый концерн, и он это сделал для того, чтобы ты задние колодки и диски чаще менял. Вот. Мы эту функцию тоже нафиг вырубаем. Так, 100 секунд, у меня это уже активировано? По умолчанию, да. Ё-моё, я Там даже знать есть не знал, я даже выключить 4 могу, да. степени, то есть выключено, слабо, сильно и средне. Ну, то есть я предполагаю, что это в среднем режиме это все. Дальше. Улучшим звучание штатной музыки. Вот это, кстати, да, вот я про эту тему слышал, мне прям интересно. Звук очень глубокий будет. Это все меняется программно, все просто разгружается усилитель, убирается контроль динамиков, и у тебя звук более глубокий, насыщенный. Это прям чувствуешь сразу. Короче, если окажется, что после этого у меня звук будет играть нормально, прости, Саня, прости, Тигран, я не погоню вам эту Шкоду. А какие-то еще вот интересные функции? Я вообще узнаю много нового про свою тачку. Про то, Например, что я, как бы... функция XDS – это некая имитация блокировки переднего дифференциала. Когда машина разгоняется более 60 км в час и поворачивает влево либо вправо, внутренняя ось колеса, она будет блокировать для того, чтобы левый либо правый борт машины наклонялся в сторону поворота, тем самым получается эффект винчивания в поворот. Да. Опять же, это все делается программно, без каких-либо физических доработок. И это можно сделать вот здесь, на этой тачке, без Да, проблем. конечно, не вопрос. Есть средний режим и сильный режим. Предлагаю выставить на сильный режим, покататься, посмотреть, как это все будет. И я начну работать. менять колодки каждую неделю. Ну, грубо говоря, да. Чтобы нормально настройку, все нам красиво сделать тебе, давай на недельку. Можем быстрее, как скажешь. Я люблю доверять людям, все такое замечательно, но я хочу, чтобы это увидели все, как есть сейчас и как будет потом. Короче, делаем как можно больше, но, естественно, я не олигарх, поэтому как бы желательно, во-первых, В пределах разумного. в пределах разумного, и поэтому желательно все-таки, прежде чем что-то делать, лучше согласовать. А то я приеду, мне скажете, вот давай вот такой котлет денег, и как бы я даже забрать ее не смогу. Придется вам отдать ее, да, в счет расплаты. В любом случае мы на связи. Да. Я буду сообщать о каких-либо там изменениях в машине и согласовывать, соответственно. Супер. Все, спасибо, ребят, большое. Не Тогда волнуйся, всё отлично. Счастливо, Эльдар. до встречи. Блин, дубак. Короче, вот как-то так, вы видите, остался я без автомобилей. Шкода осталась здесь, и заберу я ее только через неделю. Мустанг где-то, Мустанг минимум на полгода. Короче, что повторять еще раз, а Камри умерла. Пойду ловить такси.
Как-то так. Всем пока.